Привет! Это видео о том, где я 24 часа учусь делать руки с керамбитом. Возникает вопрос, зачем тебе это вообще надо? То есть мне. Ну смотри, я такой человек, который любит коллекционировать разного рода ножички. Нет, я не псих, просто мне нравится холодное оружие, нравится его коллекционировать. Ну и, собственно, зачем мне учиться что-то делать с керамбитом? Ну смотри, у меня вот такая красота валяется на полке без дела. Просто припадает пылью. А ведь с керамбитом можно сделать кучу разных там трюков, финтов всяких. Ну и это прикольно. Конечно же, я хочу научиться. Ну и раз ты нажал на это видео, то скорее всего у тебя есть керамбит, и ты хочешь научиться разным трюкам. Ну и я тебе в этом сегодня помогу. Также я расскажу тебе об этом ноже, что он, кто он, откуда он к нам пришел, где он взялся, что с ним вообще, для чего он придуман, что с ним делают. Кстати, его еще называют клык тигра, потому что он реально похожий на клык тигра. Не знаю, насколько тигра, но на клык он реально похож. Также расскажу о основных хватах, какие есть. Короче, будет очень много всего интересного, поэтому смотри до конца, можешь уже подписаться, поставить лайк. Ну а мы продолжаем. Первое, что стоит изучить для выполнения трюков, это вот такие вращения. Этот элемент присутствует почти во всех трюках. Поэтому перед началом сделаем такую разминку. И да, я переодел футболку, чтобы нож было лучше видно на сером фоне, нежели на черном. Это максимально простой элемент, так что мы не будем заострять на этом внимание. Но если ты еще не понял, как это делать, просто выбрасываешь нож лезвием вперед и раскрываешь ладонь. Если ты сейчас сидишь и смотришь это видео с керамбитом и повторяешь все за мной, тогда давай будем аккуратны, окей? При изучении каких-либо элементов, особенно когда ты делаешь это впервые, себя можно неплохо покалечить. Ну и как минимум останутся кое-какие царапины. Обычно вместе с керамбитом продается вот такой чехол, он идет сразу в комплекте. И при изучении каких-либо трюков лучше всего сразу его одеть на лезвие и быть спокойным. Так ты не разрежешь себе лицо пополам, руки будут целее и вещи, которые тебя окружают, тоже. У керамбита есть два основных хвата. Это вот такой всеми любимый нижний хват, когда одеваем кольцо на указательный палец. И еще есть вот такой верхний хват, когда мы продеваем кольцо на мизинец. И кстати, этот хват более практичен, потому что посылочки так открывать намного проще. Ну и добычу разделывать так тоже удобнее. Итак, начинаем изучать наш первый нормальный трюк. Вообще трюки называются везде по-разному, поэтому назовем его трюк номер 1. Этот трюк не является сложным, поэтому много времени на его изучение у нас не уйдет. Здесь я буду показывать трюки по сложности, то есть от самого простого к самому тяжелому. Нормально выучил я этот трюк где-то за 5 минут. Главная фишка здесь в том, чтобы сделать вот такое вращение вокруг пальца и затем блокировать дальнейшее вращение большим пальцем, тупой стороной лезвия вперед. Это основное, что нужно запомнить. Затем выбрасываешь острую сторону вперед и так чередуешь. Если изучаешь это вместе со мной, тогда просто начни вот так вот медленно, а затем ускоряйся. Трюк номер 2. Этот трюк уже сложнее, но все же я его изучил довольно быстро. Важная часть любого обучения – это выполнять что-либо довольно медленно, а затем постепенно ускоряться. Здесь мы выбрасываем острой частью вперед, ловим, затем тупой стороной назад, блокируем средним и безымянным и снова вперед. Откуда же взялся такой причудливый нож с такой нестандартной формой? Родиной керамбита считаются острова Малайского архипелага. Некоторые исследователи географически определяют место происхождения этого ножа на острове Суматра.
Народ Минангбау, населявший западную часть острова, использовал ножи с изогнутой формой в своих войнах с другими местными народами. Прототипом этого ножа считается обычный сельской серп. Вполне вероятно, что когда серп стачивался, получался вот такой нож. Изначально кольца на керамбите не было. Это уже более современная модификация для удобства. Есть еще некоторые интересные легенды, связанные с появлением этого ножа. Если интересно, тогда пиши в комментариях, я сделаю отдельный ролик на эту тему. Продолжаем изучать трюки. Трюк номер 3. Этот трюк также можно изучить за считанные минуты. Вообще, за этот день я так намахался этим ножом, что по окончанию дня я ожидал увидеть мозоль на указательном пальце. Но все обошлось небольшим покраснением. Этот трюк выполняем таким образом. 2 вращения тупой стороной вперед. Затем выбрасываем все пальцы ниже указательного. И отправляем острую сторону вперед. Вот и готово. Пока изучал эти вроде бы несложные трюки, рука начинала болеть в плече. Странно. Вообще у меня есть разные виды ножей, и с каждым можно сделать что-то интересное. Например, нож-бабочка. С этим ножом ведь есть немеренное количество разных трюков. Пиши в комментарии, если хочешь видео с этим ножом. Также есть вот такой вот нож-карточка. Какой-то обломок. Метательный нож. В наборе их, кстати, было 3. Остался 1. Также есть вот такой вот охотничий нож. Кукри. Кстати, у него тоже интересная история происхождения. Кинжал ручной работы. Пусть он очень большой, но метать им очень удобно. Ты же хочешь увидеть, как я его метаю? Я думаю, ты знаешь, что делать. Даже есть вот такой вот тесак для рубки мяса. Это самый тяжелый нож из всех вот этих, что я показал. У каждого из этих ножей своя интересная история происхождения. Лично для меня ножи это как искусство, как картины для художника. Поэтому они еще не раз появятся на этом канале. Так что если ты любишь ножи, тогда обязательно подписывайся. Ну и пиши в комментариях, какой тебе понравился больше всего. Еще что интересно, большинство из этих ножей мне подарили, в основном на день рождения. Трюк номер 4. Вот этот трюк был для меня реально сложным. Поначалу я никак не мог понять принцип, по которому он должен вращаться. Я чувствовал себя какой-то обезьяной, которая осваивает орудие труда. И я где-то больше получаса пытался его освоить. Через некоторое время мучений у меня начало получаться что-то подобное. Этот трюк реально меня вымотал. Но понятное дело, чем больше я это делал, тем лучше у меня получалось. Ну а ошибки показывали, как делать не надо. Но когда я его наконец-то выполнил идеально, это был нереальный кайф. Итак, как же это работает? Опускаем руку ладонью вниз, затем делаем вращение острым лезвием вперед. При этом большой и указательный палец соединяем вместе. При вращении кольцо соскальзывает на большой палец. Затем делаем вращение острой стороной вперед, но уже на большом пальце. Затем опять соединяем большой и указательный. Затем продолжаем вращение, но теперь кольцо соскальзывает на указательный. Затем еще раз лезвием вперед на указательном и ловим его в ладонь. Вот это, конечно, объяснил. Окей, а что делать, когда на тебя идет человек с карамбитом? Здесь достаточно из-за спины достать свой кинжал, как делает это Альтаир ибн Лаахад.
противник поймет, кто здесь главный. А если серьезно, то скорее всего на тебя никто с керамбитом нападать не будет. А вот с любым другим ножом вполне возможно. На тренировках по рукопашному бою мы проходили тему ножевого боя. Если тебе интересно, как защититься от ножа и при этом не получить никаких ранений, тогда пиши в комментариях, я сделаю ролик на эту тему. Трюк номер 5. Также непростой, но красивый трюк. Научился его выполнять где-то минут за 20. Без чехла делать его очень опасно, поэтому даже не пробуй без чехла. Этот трюк включает в себя элемент выброса ножа вверх, что является очень опасным. Потому что нож может улететь либо тебе в лицо, либо ты поймаешь его за лезвие и порежешь себе руку. Так что с этим элементом нужно быть очень и очень аккуратным. Вообще с любым ножом нужно быть очень аккуратным, и это тебе не игрушка. И я сейчас явный пример того, как делать лучше не надо. Кстати, пока нож летел, то он штрыкнул меня кольцевой стороной в плечо. Было довольно больно. Как выполняется этот трюк? Делаем вращение острой стороной вперед. Останавливаем. Затем выбрасываем тупую сторону вперед. Останавливаем и посылаем острой вперед. И одновременно выпускаем, чтобы сделать вращение в воздухе. Затем ловим нож. Поймать нужно за ручку, но никак не за лезвие. Понял меня? Не повторяй моих ошибок. Самое сложное здесь это отпустить и поймать нож. Так что сначала лучше попрактикуйся, просто его подбрасывай и лови. Это был последний трюк на сегодня. Если хочешь продолжение, тогда пиши в комментариях. Еще есть немало трюков с этим ножом, так что мне еще будет что тебе показать. Тош, ты знаешь, что я люблю ножи. Тогда, думаю, тебя не удивит, что я люблю вот так вот поиграться со сменами хвата. Смысл в том, чтобы каждый раз поймать нож за ручку. Можно усложнить себе задачу, взять два ножа. Как по мне, смена хватов это вообще тема для отдельного ролика. Интересно? Что делать, ты знаешь. Что ж, при съемке этого видоса я просто кайфанул. Каждый раз, как у меня что-то получалось, я чувствовал неимоверное удовлетворение. Особенно эти ножи. Много ножей. Обожаю. Если это видео тебе понравилось, тогда обязательно подпишись, оставляй лайк и пиши в комментариях, какой нож ты хочешь увидеть в следующем видео. Пока!